Друзья, всем привет. Карен Хачанов. Карен, очень жалко. Уступил Фонсеке. Расскажи, пожалуйста, меня больше даже интересует вторая партия и тайбрейк. Что там у нас получилось, не получилось? И были же шансы, да, закончить? Ну, шансы, само собой, были, как бы, по сути, вел весь матч. Ну, кроме третьего сета, понятное дело. Обидно. Ну, что могу сказать, правда. Обидно. Пытался сделать, в принципе, все, что от меня зависело. Наверное, тут вопрос такой, что в теннисе иногда не то, что не предугадаешь. То есть вопрос и удачи чуть-чуть, и там играли бы мы, например, не знаю, 10 тайбрейков, и я там, не знаю, решил бы, что вот один тайбрейк я играю там, не знаю, супер агрессивно, все от себя, все попал. Следующий тайбрейк бы играл бы так же, например, не попал бы, и результат был бы другой. Поэтому, когда ты уже принимаешь какие-то решения, те или иные, то есть бессмысленно там о них говорить, то есть можно после матча там проанализировать, да, что где я мог сделать. То есть я вижу только вот вопрос на матчболе, на первом же как раз. Был чуть-чуть ветер, может быть, тоже не чуть-чуть засуетился, попу отклячил назад, и как бы, по сути, ошибся такой стоячий мяч, который надо было попадать и, как бы, по сути, завершать. То есть дальше уже вопрос игровой, и соперник тоже умеет играть в теннис. Поэтому вот, наверное, вот эти моменты, где есть возможность, по сути, как-то их надо забирать и забирать, я имею в виду, забирать самому и выигрывать, по сути. Мы сейчас там не ищем оправдания, просто мне интересно по твоему самочувствию, потому что в другое тело и в голову не залезешь. Вот если бы не все эти долгие переезды, перелеты, мог бы быть исход матча тоже другим? Вот как ты себя физически ощущал сегодня? Да нет, на самом деле, слушай, в другие года я приезжал заранее, за 6-7 дней. Как бы я не раз говорил, что здесь такие, да, особые условия, не просто играть реально просто в теннис. То есть надо как-то игру свою адаптировать именно к нынешним условиям. И, по сути, физически, на самом деле, насколько мог быть готовым, подготовился. То есть акклиматизация, не акклиматизация, что бессмысленно говорить. Я понимал, что если уже летим, то там за 2-3 дня будем, то есть уже ничего не сделаешь. Тогда как бы надо было просто не лететь. Поэтому, а сейчас говорить о том, что что-то было не то, то есть я считаю, что как раз максимально близкий матч был, который мог выиграть, поэтому нечего уже говорить. В завершение мы бегали между кортами, ты играл на 3-м, Андрей на 6-м, поэтому мы туда-сюда передвигались. Но мне показалось, как зрителю со стороны, что как раз вот во второй партии у тебя были очень живые трибуны, потому что ты играл с Фонсекой, за него вообще всегда так топят, но во втором сете прям даже мне как-то немножко не по себе стало, насколько это было и громко, и как-то в одну сторону. Как это ощущалось для тебя, как для игрока? Не, классная атмосфера. Я не раз говорил, что люблю играть при полных трибунах. Здесь это все время ощущается. То есть, большие стадионы, много людей приходит. И, кстати, за меня достаточно много приехало и русскоговорящих, и из Армении. Я видел армянские флаги, как всегда. Глендейл здесь недалеко, поэтому диаспора есть. Каждый год они приезжают, да? Да, каждый год видел. То есть ты даже уже знаешь их? Как бы не тех же самых людей, да, имеется в виду я к тому, что вижу болельщиков, да. Поэтому это здорово, и мне кажется, атмосфера была классная. То, что в Фонсеке достаточно много болельщиков, это факт. То есть, здесь много все время южноамериканцев, особенно бразильцев. То есть они всегда там в своей атрибутике, в футболках с флагом, такие патриотичные достаточно ребята. Поэтому, отвечая на твой вопрос, мне кажется, что комфортно было, да? Удачи в паре с Андрюшей, да? Спасибо. Вы же будете играть? Да, что еще делать? Как бы, когда уже тут играешь, если дальше не удается проходить, поэтому в любом случае это время надо использовать грамотно. Это время, мы не раз обсуждали, что Индиан Уэллс Майами получается достаточно такой долгий свинг. И если не удается проходить дальше в Индиан Уэллсе, соответственно, у тебя появляется это время, которое нужно использовать грамотно и для подготовки, и, может быть, уже дальше думать и про грунт, да, уже. Даже так? Потому что не за горами все, то есть у нас же напряженное расписание, все идет подряд.
времени, чтобы ставить эту базу как бы уже на грунт, ну, с идеей, что это грунт не за горами, его не было. Ну, то есть, и, соответственно, сейчас, если это появляется время, ты уже как бы начинаешь готовиться, наверное, и к Майами, и параллельно, может быть, думая уже о том, что как сыграешь в Майами, уже и грунт недалеко. Класс. Спасибо тебе, что рассказал, друзья. Карен Хачанов.